Мальчики и девочки, приветствую всех вас на канале Амадея Таро. Меня зовут Вероника. И сегодня у нас по плану расклад следующего характера. Что принесла вам дата 11.11.2020? Какие вообще перспективы вас ожидают? Потому что энергии вчерашнего дня были довольно-таки серьезные. И я решила расклад записать сегодня, потому как, скажем так, есть определенная тоже работа, есть определенные обязанности, которые я должна выполнять в такие дни силы. Итак, с говорилкой затягивать не буду. По предварительной подготовке карт скажу сразу. Расклад будет не из простых, расклад будет тяжелый по восприятию. Почему? Потому что здесь очень хотят поговорить предки со многими. Так, во-первых, хочу вам посоветовать написать на листке бумаги все самые ваши заветные мечты, которые, как вы считаете, уже не могут, либо по каким бы то ни было другим причинам, вот им вы считаете, что не суждено сбыться, выписываете на листке, желательно на альбомном, где нет линий, клетки, в общем, чтобы чистая бумага была. В этот лист бумаги заворачиваете мяту, поджигаете. То есть мяту вот так в пучок, да, обвязываете нитью. Лучше всего зеленой с черной. Вот. Оборачиваете этот пучок мяты в этот листок, поджигаете и окуриваете дом. Очень неплохо вам пойдет для очищения вашего пространства и наполнения его определенная программа, которая позволит совершиться тому, что вы для себя хотите. Так. Помимо этого, вы еще установите защиту себе вашего дома. Что касаемо расклада. Смотрите. Давайте начнем отсюда, с Таро Веретника. Ну, во-первых, помощь предков идет. Идет и довольно-таки, знаете, их большой поток. Это не один, не два, не одна, не две души, да, так назовем. Их будет несколько, как минимум 4, 5 и больше. В общем, у каждого из вас будет по-разному это. Вы их ощутите. Во-вторых, смотрите, такой момент. Я сегодня не хотела затрагивать недоброжелателей наших, но... Смотрите, многие из вас сейчас, возможно, приболели. Не скажу, что глобально, да, в чем-то там вот такая, тяжелая болезнь, может какие-то там травмы с вами случаться, может просто элементарно вот у вас, знаете, как упадок сил, нежелание там что-то делать, вроде бы как бы все нормально, да, но вот такая как апатия. То знаете, что это обнуление идет для того, чтобы у вас началась ваша новая жизнь. И вы еще должны знать, что получат отомщение абсолютно все, кто по отношению к вам действовал с позиции надменности. То есть тут, если кто-то из вас сомневается в каких-то ритуалах, помогло, не помогло, либо еще что-то, в таком ключе у вас мысли там, да, вас посещают, то можете не переживать.
по этому поводу. Так, смотрите, по оракулу теней, кто меня смотрит уже некоторое время, тот знает, что у меня оракул теней больше показывает как, ну что ли, вас, ваше высшее я, да. Смотрите, многие из вас чистки, защиты, ритуалику проводили. Это да. Но из колоды выпала вот эта карта. Называется она «Черная луна». Возможно, да невозможно. Здесь большинство из вас, помимо чистки и защиты, проходят такой виток своей судьбы, где вы, вот смотрите, видите, одна карта ключ, и здесь ключ. У вас есть все ключи. Как для ваших желаний, для их исполнения, так и для вашего роста. Как личностного, так и духовного, естественно, по магическим способностям то же самое. Но здесь еще такой момент, что вас сейчас могут столкнуть с определенными мыслями. Здесь скорее идет, знаете, как внутреннее ваше наполнение, не сколько на физике, сколько проработка себя. Страхи прорабатывать вы должны. Будут случаться события, которые вас будут на это выводить. Дополнительные защиты стоит поставить. Что-то из области ведьминых бутылок. Еще помимо этого, вы неплохо прорабатываете, скажем так, некачественные и отрицательные программы вашего рода. Они, понимаете, как закрываются, обновляются. То есть сейчас вот такой вот переход, да, и это по карме вам, то есть все, кто считал, что магия это не мое и заниматься я этим не буду, но реальность, как видите, видимо, вам о другом говорит. Да и вы, в принципе, это уже заметили по обстоятельствам, которые происходили в последнее время вокруг вас. Так, и по Таро Дикого Леса, вот. Здесь прям карты четко показали. Да, смотрите, здесь идет очищение ваше, и ваш путь духовности вам открывает новые возможности. Так, вот эти карты выпали сами. Смотрите, здесь, да, вот и то, о чем я говорила, что многие из вас, возможно, знаете, в некую такую скуку, ну, упали за последние дни, и знаете, вот есть хорошее выражение, и вроде все достаточно дата, но все равно какая-то еня, вы меня поняли. Так вот и у вас примерно было. Вроде кажется, как бы все хорошо, но вот чего-то, как знаете, не хватало до полного наполнения вам. Так вот, наполнение вы это получите. И вы уходите карту дьявола. Но что я хочу вам сказать? Во-первых, она перевернутая выпала. И в очень редких случаях, и здесь именно тот случай, я вам хочу сказать, когда у вас случится что-то резко, неожиданно, негаданно, вообще вы об этом, ну, то есть на это вы себя настраивать не будете. Вы идете, так сказать, по своему пути, чем-то заняты, какими-то делами, и тут оп. Но это из положительного. Это какое-то радостное событие, это из ряда вон выходящее и интересное. Но единственный момент здесь, здесь будет у каждого проверка на вшивость. То есть каждого из вас будут проверять на ваши самые такие уязвленные места. Я бы вот так выразилась. То есть, если есть какие-то зацепки за страсть, будут приводить в жизнь партнеров, но от которых вы будете млеть просто. Если были зацепки за жадность, будут давать возможности легкого заработка. Ну, и так далее. То есть, предупреждены, вооружены.
Здесь, понимаете, в этой колоде еще о чем говорит вот это сочетание. Вот дьявол это тут не совсем дьявол, да? Здесь это предки вашего рода, и зачастую большинство из них темные. Так вот, если кто в магии, также будьте осторожны, будут искушения, будут. Если справитесь на поворотах, все будет отлично. Еще какой здесь момент. Здесь люди, которые начнут, вы, то есть, научились, и начинаете отстаивать себя и свои права в социуме. То есть перед теми, кто самоутверждается за счет других людей, вы будете таким сбивать короны. Мягко, аккуратно, плавно, там, так сказать, нежно, либо же жестко. То есть так, лопатой да с размаху, это уже дело 10-е. Сам факт того, что здесь я вижу, что люди проработали себя и подняли свою самооценку, давайте скажем так. Что касаемо, понимаете, здесь вот, ну, как я вижу, здесь четкое такое вот указание на то, что идут темные для некоторых, для многих даже, я скажу, кто попадет на этот расклад, идут темные силы на подмогу. То есть именно темные будут вам в помощь. Но вы же понимаете, что просто так ничего не бывает. С ними нужно быть четкими, конкретными и не поддавайтесь, ибо проверок они устраивают чрезмерно до хрена, и проверки стоящие, знаете, вот действительно на вшивость проверки. Справитесь, получите больше возможностей в магии. Вот просто они идут для того, чтобы дать вам больше сил. Так что это если кратко. Да, очень хорошее сочетание карт показывает. Очень отличное. То есть вас ведут, по сути, вас просто ведут к вашему предназначению. Каждого из вас, каким бы оно ни было. Может, кто-то певцом станет, может, кто-то магом. Ребят, туз пентаклей, звезда, туз пентаклей, ну тут вообще как бы без комментариев. Вы начинаете простраивать абсолютно новую историю для своего рода, для своего будущего, для своих детей, для их детей. Так что здесь вот так вот. В принципе, на этом можно расклад и заканчивать, я так думаю. Здесь заканчиваются все вопросы, все ситуации с прошлым. Все, вы отработали, можно так сказать. Вы научились различать человеков от нелюдей. Срывать с них намордники, маски, то есть все, и вы сказали, что ну, больше такого говна, извиняюсь, в моей жизни не будет. Не партнеров, которые обесценивают, не друзей, которые завидуют и тоже свинью подкладывают. Все, здесь вы поставили точку, вы просто как обрубили. Многие даже из вас к этому шли несколько лет. То есть постоянно борьба, постоянно магические войны. То вот знаете, что все, вы как, вот знаете, какой-то вот триггер сработал у вас внутри, и вы отсекли это все. Итак, определяйтесь с вариантами, пожалуйста. Первый голубой, второй белый, третий зеленый.
В комментариях под этим видео оставлю тайм-код. Так, не знаю, в каком сейчас вообще формате делать расклад, потому что без подготовки, без, так сказать, сюжетной линии. Мы переходим к первому варианту, к голубым камушкам. В общем, как пойдет, так и пойдет. Итак, смотрим, что же эти врата вам открыли. Первый вариант. Ну, просвет, 7 жезлов. Здесь победа над обстоятельствами, победа над собой, над своими страхами, комплексами. Здесь еще, знаете, вы как будто в свое время в жизни свернули не на ту тропинку вашей судьбы. Вы должны были по главной дороге ехать, а вы там свернули по каким-то обстоятельствам, пошли на поводу своих детских комплексов, либо да вот так же принято, да вот так же нужно, то есть за какими-то иллюзорными вашими идеалами, да, и... С вами случилось то, что должно было случиться для того, чтобы вы стали тем, кем вы сейчас стали. То есть, на самом деле, да, вы свернули на тропинку, но поймите, тем, что вы вот пока по этой тропинке шли, да, вы отработали какой-то пласт и теперь выйдете на более благоприятную, еще лучшую дорогу, короче говоря. Вот тут у меня такие ощущения. По поводу... работы в магии, кто переживает насчет защит, они у вас уже, ну то есть наносные, смотрите по обстоятельствам, но здесь идет защита свыше, то есть знаете, как уже, ну, сказать, что природная, не скажу. Но и не наносная, понимаете, эта защита, все, она как часть вас, она нерушима, скажем вот так вот. Ну, коль карты сами вылетели, значит, так и будем смотреть. Ну да, вы здесь в королеве мечей находились. А вас ведут в королеву кубков. Так. Смотрите. Кто привык? Я все сам, хочешь сделать хорошо, сделай только сам, ни на кого не надейся. Эти позиции нужно немножечко будет отодвигать. Пришло время немножечко привнести в себя чувственность. Вы здесь должны научиться слышать внутренний голос в первую очередь. И не просто его слышать, но и действовать по его глазу. Давайте скажем так. Вы не должны бояться принимать решения, что касаемо активных действий. Вот там, где вы зажигаетесь, то, что вам нравится, вы должны не отодвигать это на второй, 10-й план. Ой, нет, я сейчас вот это и вот то, а потом уже займусь тем, что я хочу. Знаете, здесь вот такой момент, когда нужно жить в моменте. То есть, если вам сейчас, вот понимаете, пошел порыв, я хочу порисовать, к примеру. Значит, вы все отбрасываете, садитесь и рисуете. Откуда вы знаете? Пройдет время, возможно, вашу картину за 30 миллионов долларов эту купят. Понимаете? Возможно, вы положите начало чему-то такому интересному, новому в вашей жизни, от чего вот
вы сами потом просто обалдеете и подумаете, вот блин, если бы я не послушался своего внутреннего голоса, не сел бы тогда, да, не стал бы рисовать, я бы не получил вот то, что я там имею сейчас на данный момент. То есть не бойтесь жить, не откладывайте жизнь на завтра, на послезавтра, на через месяц. Живите в моменте. Смотрите, вы становитесь магом своей собственной жизни. То есть теперь только вы несете ответственность, вы научились брать эту ответственность на себя за свою жизнь. То есть если вы хотите получить от этого мира определенных подарков, определенные плюшки, то вы идете и что-то для этого делаете. Вы не мечтаете, вы не сидите в иллюзиях, вы просто тупо пробиваете себе вот дорогу. Вижу цель, не вижу препятствий. Так, по магии то же самое. Больше интуиции, пожалуйста. Слушайте интуицию, потому что здесь, как идет, знаете, вот, в общем, кто работал с родом, да, с подношениями, то, скажем так, допросились, подношения классные вы делали. И тут знаете, как теперь, с чем бы вы ни пришли к роду на места силы, да, чего бы ни попросили, будьте, пожалуйста, очень внимательны в том, чего вы хотите и что вы просите, потому что здесь все будет сбываться. Вот так. Многие из вас будут целителями душ другим людям. Это не означает, что вы будете яичком всех выкатывать и вести приемы в доме, как бабушки-шептухи, да? Это говорит о том, что, возможно, кто-то из вас вообще психологию начнет изучать, делать. Главное, чтобы это приносило пользу другим людям. В вашем деле в первоочередное должна быть польза. И вы уже знаете, чем вы будете заниматься. Вот загляните внутрь себя, вы четко знаете ответ на этот вопрос, что это за отрасль, что это вообще за дело. Так, давайте посмотрим, что еще здесь у вас открывается. Ну, императрица, ну, ребят, ну, здесь не смейте размениваться на всякие мелочи. Что касаемо ситуаций, предложений, людей, окружения, не разменивайтесь на мелочи, вы императрица. Мальчики, если смотрите вы меня, то же самое. Вы вершитель своей судьбы. Понимаете? Немножечко в себя погружаетесь для того, чтобы найти справедливость. Так, людей много в вашем окружении, да. Не бойтесь здесь говорить о своих чувствах. Понимаете? Из императрицы в отшельника, короче, не перепрыгивайте, да? Ибо по справедливости начнут вас как-то, знаете, как одергивать в этом вопросе. Будьте открыты. Когда вы открыты, да, вы уязвимы, но это уже карма других людей, если они этим воспользуются. Естественно, это не говорит о том, что вам нужно всю подноготную о себе раскрывать людям. Нет, но здесь нужно не бояться говорить то, что вам не нравится. Либо вы чего-то хотите, либо вы чего-то не хотите.
Понимаете? Здесь еще, если в магии, то практика углубления в себя, естественно, дабы, знаете, по кодексу магией заниматься, вот так я скажу вам. Где-то раскрыться, понимаете, вот. Не бояться показать себя. Еще, если вы боитесь отправлять обратки, то вам нужно перестать этого бояться. Обратки это не порча. Если вы оговариваете, что все идет на усмотрение Всевышнего, то поверьте мне, но при этом вы должны быть в нужной энергии, да, при таких чистках с обратками, то тут вам бояться нечего. Смотрите, еще такой момент, если на вас идут нападки, вы должны просто вдолбить в ответ. Но для особо одаренных, так сказать, практиков, это не шутка юмора, я сейчас говорю серьезно. Кто входит в силу свою определенную, кому приходят темные? Будьте аккуратны с договорами, раз. Будьте честны перед собой, два. И здесь вы должны переступить определенную черту, где вы будете четко знать баланс. Когда вы вправе использовать те же методы, которыми пользуются ваши недоброжелатели. Но это очень тонкая грань, подойдет не каждому. Не всем из вас это подойдет, предупреждаю сразу. Те, кто искренние, те, кто светлые, те, кто находятся вот в этих метаниях внутренних, вы чувствуете за собой вот эту вот всю силу. Это говорит о том, что вы должны просто сейчас подготовить себя к этому. Вы должны не бояться вершить справедливость, а для этого вы должны не сомневаться в себе никоим образом. И не бояться ничего, просто довериться потоку, довериться Вселенной, довериться Всевышнему. А это тоже, да, это определенные проработки для выхода из Майи. В общем, кто в теме, вы меня понимаете сейчас. Так, ребят, что у нас здесь идет? Вы идете по своему предназначению, вы простраиваете фундамент на свое будущее, причем занимаясь любимым делом. Вы входите в десятку кубков, в счастье, где ваша жизнь будет наполнена эмоциями, радостью, событиями, путешествиями, понимаете, именно счастье в том виде, в котором оно есть. Но на какой-то определенный момент все будет как, понимаете, брать по повешенному, тормозиться. Но если будет даже тормозиться, то это только для того, чтобы простроились определенные энергии в вашем пространстве, дабы искоренить из вашей ауры вот магические воздействия. Там род будет работать. Вы идете своим путем, род выполняет свои обязательства перед, на данный момент вами. Да, за то, что вот в прошлом люди, к которым вы искренне относились, давайте будем так, да, говорить,
не обманывали там, и как бы они вас предали, вот этот момент как раз и будет уходить от вас. Это, возможно, чревато тем, что я же говорю, там где-то будут остановки, возможно, заказы как-то приостановятся, да, люди там не особо активны будут. То есть вы не переживаете, вы сразу не бежите, не кидаетесь, ай-яй-яй-яй-яй, снова делаю защиты. Смотрите, кто ставит отличные защиты, вы же понимаете, что они тянут энергию. То есть правильно распределяйте, пожалуйста, свои энергопотоки. Если у вас, ну, тут все классно, род стоит на защите, как бы, и вам париться-то особо и не надо очень уж часто, как вы делали до этого, пока у вас были магические войны. От вас сейчас этот негатив просто, ну, убирают. Да, смотрите, род наблюдал за вами, вы определенный свой путь прошли, научились выносливости, научились, да многому вы чего научились, понимаете. Вы еще в некоторой настороженности в такой можете пребывать, ну, в общем, переживать вам по сути-то и, ну, насчет защит, да, нападений там каких-то больше не нужно. Вы прошли определенные кармические сюжеты, перешагнули. Да, здесь трансформация идет. Смотрите, допустим, ваша там какая-то родственница, бабуля положила на, ну, на один сюжет всю свою жизнь, там терпела, допустим, неадекватного мужа, да, выдали ее там замуж не по ее желанию, за старика какого-то. И вот она жила, мучилась, вы в этой жизни встретили тоже какого-то, извините меня, недоделанного, но вы как прекратили это все, да, и, ну, дань отдали, на вас проверили этот сюжет, и вы сломали эту всю схему, сказали: все, адиос, ми корасон, я иду дальше, так я не хочу, такого больше не будет в моем роду, во всяком случае в моей жизни. То есть, ну, нерв много, сил много ушло, да. Потрепали вас, потрепали. Но это все закончилось. Так что первый вариант у вас здесь просто отлично все. Ну да, здесь, смотрите, у многих новые отношения, причем будут они строиться правильно, то есть без всякого вот этого на страсти, на какой-то похоти, прихоти, на каких-то, а ты мне выгоден, а тут этим не выгоден, а дай-ка я тобой воспользуюсь. То есть такого уже не будет. Единственный момент, что человек будет жесткий, конкретный, и, естественно, притирку характеров еще никто не отменял. Да, тут будет случай, не упустите его. В дороге, возможно, на машине может ситуация произойти. Там, причем, знаете, как, возможно, даже у многих может начаться это все не совсем приятной ситуации. То есть, да, произойдет какая-то там лажа, и вы подумаете: блин, там что за козлина, блин, или еще что-то таком, или мне не до того вообще сейчас, а тут оп, и такой сюрприз, в общем, от рода вам будет. Так. Тут у нас обнуление. Да, тут вы чистки проводили родовых программ. Ну, что сказать, отработали все. Конечно,
булочки не стоит слишком рьяно расслаблять, потому что, ну, вы просто прошли определенный этап, сейчас немножко передохнули и в путь. То есть новые задачи, новые интересные моменты будет род подкидывать, проверять вас. Пройдете проверку, дадут подарки. Не пройдете, кинут на еще одну спираль. До тех пор, пока вы не поймете, что у вас просто дежавю идет по жизни, и вам это все надоело, и вы начнете ломать эти схемы по новой. То есть, я думаю, здесь люди, которые уже не будут делать так, как делали раньше. Самайн, ребят. Эта карта меня просто преследует. Последние расклады. Так, хорошо. Что у нас здесь? Ну, здесь кому перекрывали, понимаете, ваши способности, да, дар, вашу интуицию, предвидение, там, вот проклятия, которые на вас были посланы, чтобы вы чувствовали себя виновной. Знаете, как, ой, да это все из-за меня, это я виновата, это я какая-то не такая, да со мной всю жизнь как-то не так. Не так, потому что вы не должны проживать жизнь, как все. Вам не подойдет тот сюжет, там, и жили они долго и счастливо 80 лет вместе. Нет, не с тем человеком, значит, вы сошлись, чтобы эти 80 лет прошуровать, понимаете? Не должны вы терпеть то, что там ваши предки терпели. И, ну, тут, да, чувство вины нужно искоренять. Либо же здесь второй вариант, кто-то из вас четко знает, кто, что, когда, почему, как на вас магически воздействует. Тут вам все показывают, и вы как бы руку на пульсе держите. Смотрите, у вас будет выбор. К вам придет, видимо, какой-то человек еще, да. И он будет вас проверять на вшивость. Род будет смотреть, достойны ли вы новой судьбы. То есть я уже об этом говорила. Будьте осторожны, будьте избирательны, не идите на поводу у своих инстинктов, логика. Здесь еще вот руна Иса, понимаете? Здесь останавливайте, как бы вам так правильно сказать, сердце тоже сильно глушить не нужно, но здесь нужно с холодным умом ко всему подходить, понимаете? И если человек лажает, то не нужно насыпать на него пуха и думать, да, это он в этот раз, может, что-то так, у него настроение не такое. Плевать вообще. Если человек вам пришел и начинает, блин, полоскать ваши мозги, то шлите его в ебеня, короче. Еще истину какую-то получите о том, кто на вас воздействовал, ваши ресурсы забирал. Решите этот вопрос, у вас денежный канал расширится. В дорогах ваше счастье. Дороги, дороги. Может, вообще кто-то будет куда-то ехать, что-то решать. Может, просто куда-то поедете, и там, знаете, как озарение найдет на вас. Если это же места силы, то, ну, вот новолуние идет, пожалуйста, ритуалика на денежку, на ваше все. Но это, понимаете, здесь не только денежка, здесь и открытие вашего дара, и усиление связи с вашим родом, и открытие способностей, и поддержание их, и информация из рода многовековая. То есть, понимаете, тут, ну, колодец бездонный на самом деле по этой карте Пентакля. Это ресурсы. Это то, что не купишь за деньги. Да, здесь руническая магия вам в помощь. Опять карта выбора. Да ёб твою что. Да, ребят, здесь карты еще раз говорят о том, что будьте очень внимательны и избирательны к тем, кто вас будет окружать. К тем, кто какие мысли вам пытается навязать. Если кто-то будет пытаться вас пробить, там, надавить на вашу жалость, надавить на ваши чувства долга. Вы знаете, там, а вот что ты же мне там пообещал, и что теперь ты там своего слова не держишь? Так, я пообещал,
ситуация, обстоятельства поменялись, потому-то, потому-то. Я не хочу этого теперь делать. Для тебя не хочу. А почему? А потому. Желаете нужным рассказать человеку, почему вы считаете его говном, если он в реальности таким, да, является, так об этом и говорите. Потому что ты там занижал мои, допустим, способности. Или там, я в курсе, что ты мне завидуешь, мне не нужны такие люди в моем окружении. Или там, я не знаю, потому что ты себя похабно повел, меня это не устраивает, я с этим мириться не хочу, мне есть чем заниматься. Спасибо за внимание, приятно было познакомиться. То есть в таком вот плане. С атамом вам надо поработать, заклинания почитать, с алтарем. Но это будет чуть попозже, да, когда вот вас поставят на этот выбор, там нужно будет вам, так сказать, потрудиться, потому что сами понимаете, что, вот эти пиявки, которые присасываются, их начинаешь отдирать от себя, они же возмущаются, они же там еще потом всякую какашку на тебя магическую накидывают. Это их проблема. Ваша задача просто предпринять какие-то определенные действия и, как я уже и сказала, всем спасибо за внимание. И сделаете выводы о том, что же это за люди на самом деле. Вот. Так, и что по Таро Веретника? Чего нам тут интересного о вас подскажут? Вот так вот, да? Вот так вот, значит. Не выпали. Первый вариант. У вас, в принципе, все хорошо, отлично, стабильно и непоколебимо. Сплетни о вас ходят, но... Знаете, вот у меня как-то вот такие энергии идут. Вам просто насрано на то, что творится за вашей спиной, тем более среди людей, которые потеряли уважение в ваших глазах. Они узниками будут своих же сплетен. Это им искушение свыше, мол, поведешься на это или нет. Понимаете, если кто думает, что сплетни это просто так, на самом деле сплетни приносят очень много негатива. Как в жизнь того, кто языком трепется, так и в жизнь того, о ком трепятся. Поэтому не нужно их недооценивать. Большое количество сплетен иногда ложится как порча. Если хотите, так вот. Но от Таро Веретника вот четко показывает от ваших недоброжелателей. Хорошо, давайте я так задам вопрос. Именно для вас. Что для вас? А что для вас? Там, смотрите, если... Короче, вы тоже языком поменьше дотрепитесь. Потому что станете узником искушения. То есть, короче, вы меня поняли. Не поддавать ни власти, ни в какие сплетни, понимаете? Постарайтесь их обходить, короче, не участвовать в них. Смотрите, ребята, тут еще люди. Вот как я вижу эту карту. Я надеюсь, вам видно, уж не знаю, там фокус поймал или не поймал, это все. Силами обняты, понимаете, вы под их защитой, под их покровительством. А вот те, кто к вам будет лезть, они, смотрите как, понимаете, они так смотрят на вас, мол, и мы хотим, чтобы нас тоже так, понимаешь, вот эти вот, как у тебя, вот и у нас должно быть. И как бы придут, предлагая вам свое сердце, но на самом деле вы должны, вот как на этой карте показано, держаться за те силы, которые вас оберегают, и не обращать внимания на вот этих вот
недоброжелателей, на вот этих вот людей, которые под масками. Они здесь хотят вами манипулировать. Но у вас оберег от этого есть. То есть, ну, вы под защитой от этих вещей, но на всякий случай предупрежден, вооружен. Да что ж тут так? Там люди с зависимостями к вам придут. Смотрите, чтобы вы просто на себя не начали перетягивать их сущей. Они знаете, с чем могут прийти? Они могут прийти с тем, вот, что у них будет за спиной. Они через вас хотят получить какое-то исцеление для себя. Да, захотят, чтобы вы им посострадали, знаете, как придет жаловаться на свои проблемы, там, ой, извини, я не могу сейчас говорить, ну, для особо дерзких личностей, я могу посоветовать следующую фразу. Это твои проблемы или же проблемы индейцев, вождя не интересуют. Или я не хочу слушать о твоих проблемах, ты мне как бы, ну, кто ты мне? Я же не твой личный психолог. Ходи к психологу, пожалуйста, плати денежку, взаимополноценный обмен и работай с психологом. Да, вы будете предупреждены об этой ситуации, вообще вам во сне предупреждение, как сон будет. Ой. Да, там человек еще может и заболеть, ваш недоброжелатель, понимаете, из-за того, что он себя там, ну, у него Бог в зеркале живет. Давайте вот доступной фразой вам объясню. Потому что из того, что я вижу, тут долго можно рассказывать. Так что же вам? Наставник, договор. Ну, как я и сказала, ребят, договора с наставниками, со своим родом. Давайте уточню, что там за наставник. Да, ребят, это род, это темные могут быть. Вот я понимаете, это надо лекции читать на эту тему. Темные, светлые. Ну, здесь темные, здесь сам акцент расклада был на темных. Это ваша сила, ваша магическая сила. Договора на это будут заключены с вами. Да, на то, чтобы вы занимались магией. Вы там еще будете думать, а не под мороками ли я, а не кажется ли это мне. Будете как выбирать для себя, чего вы хотите. Слушайте, долго не выбирайте, долго не топчитесь на месте, иначе пока вы там будете метаться, к вам пошлют недоброжелателей других, как бы люди, знаете, как некоторые ополчатся на вас, и тем самым начнут вас подталкивать. Поняли? Пока у вас есть зазор, где вы спокойно можете проанализировать, хотите ли вы эти договора, либо нет, цените это время, иначе потом вас начнут просто подгонять, понимаете, и вы можете принять неверное для себя решение. Если вы этого не хотите, значит, соответственно, вы это обозначаете своему роду. Что нет, я не готов, я не хочу и тому подобное. Но здесь вас все равно к вашей удаче ведут. Здесь вы еще будете помогать людям, как я уже сказала, эти карты подтверждают. Вы будете им помогать решать их проблемы. И выносить всем лжецам приговор через сломление их воли. То, о чем я говорила. Понимаете, вы должны переступить очень серьезные грани внутри себя на то, чтобы... Понимаете, для того, чтобы так сотрудничать с темными, вы берете на себя колоссальную ответственность. Вы должны отдавать себе отчет, когда вы не имеете права быть под мороками. Вы должны четко слышать свою интуицию, доподлинно видеть ситуацию, дабы знать, что так, здесь у нас чистка, защита с обраткой, ага, там не унимаются.
ну, мы пробуем по-нормальному, по-спокойному, то есть красиво, по совести, да, мы предупреждаем, что вот, ну, ты больше не лезь, пожалуйста. Если там люди непробиваемые, то вы здесь должны, вот у вас этот триггер должен выключиться, и вы должны вдолбать по самое не могу. Но при этом без жалости, без чувства «ой, а я же такой светлый пушистый зайчик». Хрень это собачья. В каждом из нас и ангел, и демон живет. Просто вопрос в том, как вы научитесь это уравновешивать внутри себя. Пушистая Пуся вот этот бы дар от темных не получала. Пушистой Пусе вот такие силы бы не дали. Собой жертвовать не надо. Ребят, здесь, смотрите, за своими сновидениями к вам придет ваш род, кому, возможно, к многим уже он пришел, и все вы это знаете. И просто как, ну, мои слова вам подтверждение. У вас еще чуть-чуть времени есть в запасе. Да, здесь будет откровение от вашего рода, от ваших защитников, о том, что они от вас хотят, о том, что вам нужно дальше. Просто помните, я уже об этом упоминала в каком-то из своих раскладов, самых первых, фраза «тот, кто выносит приговор, тот и заносит меч». Что-то вроде этого. Так вот, вы должны понять и принять эту фразу, и не перекладывать это на кого-то еще и на волю случая. Вот, мол, кто-то придет там и, ну, вот я поживу, и все равно этого человека накроет. Понимаете, здесь нужно... Я надеюсь, у многих из вас есть учителя, которые эти все моменты с вами прорабатывали и вам это объясняли, что, понимаете, это вот для обычного человека эти слова покажутся бредом. Для тех, кто в теме, те абсолютно по-другому их будут воспринимать, потому что это долгая тема, ребят, и это действительно не просто перешагнуть в себе, это нужно... многие года, я бы сказала, работать над собой, расти над самим собой, чтобы каждый день следующий понимать, что ты стал лучше, чем ты был вчера. Вот вы поймете, о чем я. Но к вам тут это и идет. И, кстати, вот смотрите, карта — это ваш путь. И у вас есть помощь от предков, от ангелов, от архангелов, от светлых и от темных. Вам помощь на вашем пути есть. Тут и карты такие ложатся, что у вас это есть понимание. И у вас, вы вот понимаете, вы не потеряете свою чистоту. Да, будут моменты, когда вам будет просто хотеться, ну, голову с плеч долой мечом булатным, но при этом это по отношению к тем людям, которые будут будут несанкционированно воздействовать на других людей в негативном аспекте, особенно касаемо магии. Так что первый вариант. Благодарю вас за просмотры. Вот такой вот для вас был расклад. Познавательно-интеллектуальный. Вот, надеюсь, вам понравилось. Оставляйте, пожалуйста, ваши комментарии, как у вас проигрываются эти ситуации. Вот. А я вам первый вариант сегодня хочу пожелать. Терпение у вас уже было, вы это прошли. Удача уже на вашей стороне. Фортуна, она вам подбросит сюрприз. Смирение у вас тоже есть. Давайте я вам сегодня пожелаю смелости быть искренним с самим собой, быть мужественным для того, чтобы
не бояться говорить о своих чувствах, о своих мыслях, о своих эмоциях. Так что, ну и по традиции, добра вам этого мира. Пока-пока, первый вариант. Итак, мы переходим ко второму варианту. Второй вариант. Я вас приветствую. Сейчас посмотрим, какую же информацию вам передаст ваш род, в какие энергии вы входите, что вас ожидает после портала 11.11.2020. К чему вам быть готовыми, наверное, вот так вот, в каких энергиях ваша жизнь дальше будет проходить. Нет, вот так еще хочется. Так, давайте посмотрим. Но здесь кто-то вас будет вызывать якобы на дуэль. Так, знаете, кто-то может из прошлого. Кто-то захочет. Подоплека будет, естественно. Кто-то появится, кто вот что-то от вас захотят. Ага, захотят вас в стесненные обстоятельства закинуть, захотят вас в разочарование вогнать. И сделать вам тройку мечей, разбить ваше сердце. Возможно, здесь вообще кто-то делает на то, чтобы вы ревновали, либо кто-то вас ревнует и такой, знаете, вызывает вас на махач, на дуэль. Здесь какая-то личность собралась вам мстить. А еще здесь, знаете, какой вам совет? Если кто появится с таким моментом, да, то есть не стесняйтесь вы этому человеку мстить. Вот так вот. То есть ну, не стоит себя сдерживать. Если человек какашка, скажите ему об этом, что нет, не надо меня тут провоцировать. Ты никто, зовут тебя никак. Вон дверь, вон нахуй отсюда. Да, смотрите, на вашу стабильность, на вашу радость, на ваш дом захотит одна подружайка. Но здесь выпадает женщина, которая занимается черной магией, темной, черной. Давайте так, черная магия, потому что здесь будет воздействие на вас, эти несанкционированные. Вот так вот. Мстит, походу, мстит вам. Ну, давайте, карты выпали, смотрим, что тут у нас. Ну, знаете, хотят высадить вас на эмоции, дабы качнуть энергию и для себя хватануть ресурс для того, чтобы в их творчестве, в их деле пошел прогресс. Видимо, там застой, да. Или же человек, знаете, как бокопорил в вашу сторону, получил обрат. И в итоге такой сейчас подприсел и думает, блин, это вы во всем виноваты, я сейчас буду мстить им, ну, короче. Такое что-то на голову прихрамывающая особа. Но смотрите, как вам выйти из этой ситуации? Вы не бойтесь человеку, вообще бейте его по его слабым местам, раз. Высказывайте, что вы о нем думаете, два. Не нужно там пытаться быть хорошими, вам это три.
То есть, таким образом вы не дадите человеку, вы просто его осадите, вы не дадите ему на вас воздействовать, понимаете? Делайте, короче, то, что вы хотите. Не нужно бояться, что вы кем-то там покажетесь, я даю вам 1000000% на то, что этот человек вас обсуждает, обмусоливает. И поверьте мне, что бы вы ни сказали, что бы вы ни сделали, это будет перекручено и использовано против вас. Понимаете? Да, будут привлекать вас, дабы ваши магические способности, ваш дар, вот то везение, которое вы приносите людям, даже просто общаясь с ними, захотят забрать. Да, смотрите, крадник нацепить на ваши способности, на ваши ресурсы, короче, может, будет желание, знаете, так подмазаться у человека, мол, я белая пушистая заинька, давай мы с тобой подружим, а сам там будет на вас крадники цеплять, короче, товарищ такой ненадежный. В общем, будьте бдительны. Человек может показаться тем, что он такой, знаете, как на равноценный обмен с вами вышел, но хрен там ночевал, уж простите меня. Этот человек просто будет искать подходящее время, дабы что? Дабы совершить вот этот переход, понимаете, вас поставить, короче, типа подмен судьбы, да, хорошее ваше себе забрать, а вам скинуть свое, это и переклад может быть. То есть тут, хорошо, переход, ну давайте. У этого человека у самого, походу, переход должен состояться в другие энергии, а он все тормозит и вам мстить собирается. Переход, что за переход? Да, это ой, елки-палки, хочет, чтобы вы, и понимаете, тут не чтобы вы пили и увлекались алкоголем, чтобы вы сбухались, чтобы вы, короче, были в ограничениях, чтобы вы грустили, чтобы вы, знаете, как поблекли. Здесь человек конкретно хочет разделить вас и ваши магические способности, ваш дар от вас. И он считает, что он этим творит справедливость. Понимаете? Справедливое чудо. Справедливое чудо. Ну, что еще? Защиту для дома делайте через темных. У нас, может, подклад вообще захочет вам какой-то всучить. И вы посмотрите, второй вариант. Я не знаю, видно вам или нет, но вот эта свеча, она просто, на первом варианте такого не было. Тут просто копоть валит. Это свечи под рунами у меня, под определенными работают сейчас. Тут, конечно, негатива в вашу сторону, приличное количество от этой персоны. То есть тут будьте бдительны. Не поддавайтесь на провокации. Этот человек под определенными привязками находится, понимаете, он несправедливо поступал по отношению к вам. Еще и влиял на вашу судьбу, на ваши потоки магии, на ваши ритуалы, влазил, нос всовывал, дабы у вас ничего не получалось. Ну, тут еще конкретно идет, то есть то, о чем я говорила, тут тут как бы карты одно и то же разными картинками говорят. Здесь может быть подклад, будьте осторожны. На привязанность, чтобы, я же говорю, вы там начали входить в деструктивные энергии. Это тот человек, который утверждается часто за счет других.
терпила эдакий, понимаете, который его лупит жизнь по голове, мол, ну, блин, ты давай задумайся уже, короче, над тем, что ты делаешь. Нет, нифига. Вот знаете, вот этот человек вот постоянно наступает на одни и те же грабли. Могу, умею, практикую. Здесь идет объявление вам войны этой личностью на то, чтобы у вас не было денег, на то, чтобы забрать ваш доход. Видать, там сильно хорошо по голове получила персона некая за то, что влезла куда не надо в свое время. И теперь, как вы думаете, кто виноват? Конечно же вы виноваты. Даже если вы вообще ничего не делали, и даже не проводили чистку с обраткой, и даже если просто чистку не проводили, то эта личность считает, что это из-за вас все происходит. То есть, ну, значит, дерьмо оно может делать несанкционированное. Ну, ему можно, да? А вам нельзя. Как это? Что это такое? Вы, короче, как некая возможность для его проекта. Понимаете, вы как генератор энергии, а человеку этой энергии, возможно, и для ритуалики не хватает, для того, чтобы истину видеть не хватает. Да для много чего этому человеку не хватает энергии, он решил с вас ее сожрать. Не бойтесь принимать решения. Если надо идти в ва-банк и долбиться определенными ритуалами, не стесняйтесь. То есть здесь отстаивание себя должно быть полным ходом. Да. Да, ребят. Вы должны все отзеркалить этому человеку без каких бы то ни было: ой, я так не могу, а у него же там дети или еще. Не вам решать, кого там будут наказывать, дабы эта личность поняла, что, ну, творить то дерьмо, которое она творит, уже хватит. Да, там человек должен трансформацию пройти, и вы должны пройти определенную трансформацию, какую сейчас посмотрю. За свое изобилие зеркальте абсолютно все действия человека. А что вы там проходите? Так... Не нужно бросаться на помощь некой личности. Даже, ну, будет, я не знаю, пусть хоть в ногах ползает, блин, вынимать Тереза. Да, не надо на себя взваливать эти проблемы других людей, тяжело нести какую-то ношу. Не позволяйте им, короче, пусть они... Десятка жезлов, девятка жезлов, девятка мечей. 2 девятки на десятку. На секунду. Здесь вы очень долго шли к своей цели, ребят, и самоотверженно. Понимаете? Вы снискали уважение предков. Не позволяйте никакой курице, либо петуху. Ну что мне вам сказать? У меня треснула свеча. Второй вариант. Могу я по вам так неплохо. Хотят все ваше, понимаете, то, к чему вы шли, все ваше забрать. И в дело, в которое вы вкладывались, и вашу интуицию, и дары предков, и рода вам. Все хотит забрать, понимаете? Тут человек хочет исцелиться, дабы счастье вернулось в его жизнь. За счет вас хочет исцелиться, понимаете?
Если первый вариант только подготавливается к этому моменту, второй вариант, вы понимаете, о чем я говорю, вдолбите безбожно. Об этом вам предупреждение. От рода. Да, вы императрица. Вы императрица, которая занимает по праву свой трон. У вас ваше счастье, у вас ваши инструкции от рода, как надавать по голове. Да, там кто-то будет пытаться возродить с вами отношения. Такая личность скользкая, поганая, вшивая, короче. Вы меня услышали. Так, второй вариант. Поменяла я свечку. Значит, с той свечой весь наш негатив, как говорится, будет отправлен нашим недоброжелателям. Очень злятся из-за того, что мы просматриваем эту информацию, о том, что нам ее открывают. Вот так вот. Здесь уже посерьезнее. Дымится так же само. Надеюсь, что второй подсвечник у меня останется в живых. Так. Ну, тут неплохо. Так, давайте посмотрим теперь второй вариант, что у вас там оракул теней вам подскажет, что за энергии у вас. Так, секундос. Итак, второй вариант. Продолжаем. Трэш здесь творится у меня, конечно, на вашем раскладе. Чтобы вы понимали, я обожглась воском. Так, ну да ладно. Ожога нет, значит, все отлично. Так, продолжаем. Оп, как интересно. Ну ладно, пусть будет так. Итак. Ну, во-первых, вы не должны становиться в роль жертвы. Вот. Вами хотели пожертвовать в это полнолуние, которое было последнее на момент записи этого видео. Это был Самайн. Вы истину какую-то получили. Плюс в следующее полнолуние еще к вам придет истина какая-то. И вопрос будет закрыт с этой персоной. Хорошие дары принесите. Да, для того, чтобы деньги у вас были, потому что здесь род будет вам помогать. Будет выметать этот негатив. Но смотрите, в чем прикол. В том, что хотят содрать, как я уже и сказала. Защиты ваши сдирают, связь с родом хотят перекрыть. Деньги ваши, то есть денежный канал тоже перекрыть хотят, и не просто перекрыть. В общем, вот это все им надо забрать у вас для себя любимых, понимаете? Вам что-то нужно... Угу. Ритуал провести вам в очень срочном порядке нужно.
Вот на новолуние, оно там через несколько дней у нас будет, через 4 дня, по-моему. Уже через 3 полных. Ритуал провести обязательно надо. А какой ритуал? Сейчас посмотрим. Защиты обновите, пожалуйста, себе. Защиты. Через рунику можете. Руна Соулу вам в помощь. Очень хорошо очистит определенный негатив в вашем пространстве. Будьте осторожны, в общем. С человеком, который будет настырно вам предлагать что-то там, может встретиться, посидеть, выпить, отказывайтесь. Вам нужно с водой поработать. Там на открытие дорог сделайте себе. Рыбу в подношение принесите. Тут тоже кармическая ситуация, она должна завершиться. Ой, здесь что-то было в дороге, понимаете? С этой личностью у вас связано. Возможно, там, я же говорю, увидел человек вас, решил проклятие понасылать. Ну, тут, знаете, вам надо поработать с темными на местах силы и куда-то отправиться. То есть это не дома ритуалить. Свечами поработать надо. Делайте все с любовью, как и раньше делали. Просто огонь вам в помощь, сила огня, да. И визуализируйте. То есть на ментале защиты тоже простройте. Причем огненные, причем многослойные и необычные. Насколько фантазии хватит. Освободитесь от этого конфликта с этой личностью. Вы должны быть уверены в своих силах, в своем даре, в своих защитах, во всем том, чем... Короче, не позволяйте никому вносить какие-то вам в голову идеи о том, что вы чего-то недостойны, о том, что вы там себе напридумали, что у вас есть какие-то возможности, какой-то дар. То есть это пытаются вам внушить. Да, тут идет темная ведьма. Хочет власть над вами получить, понимаете? Хочет то, что есть у вас, а у нее этого нет. Как бы она ни выделывалась, как бы не хотела, как бы не старалась играть в театр одного актера, что у нее все классно и замечательно, на самом деле человек в депрессиях. Человек там отрабатывает у нас. В общем, вот так вот второй вариант. Не ведитесь на провокации, шлите всех к Шойгу. Шлите всех к Шойгу. Или Шойгу, как он там правильно произносится, его фамилия, уж не помню. Поритуальте за пределами дома. Какой-то защитный вам нужен круг, кольцо, амулет в виде кольца.
Что-то в этом роде. Итак, второй вариант. Да, вас через этого человека, понимаете, будут темные искушать. Искушать. Понимаете, вы здесь должны отстаивать все то, что принадлежит вам, и не давать, не позволять никому вообще разинуть роток на свои ресурсы. Смотрите, вы заключили договора определенные со своими помощниками для вашей новой жизни. То есть тут вы защищены. Немножечко нужно, так сказать, подсобраться. Да, там, смотрите, ух ты. Там еще чуть-чуть высший суд, ну, включится по полной программе. Угу. Тут этот ваш недоброжелатель будет очень-очень долго падать с лестницы. Головой вниз лететь и еще и переобуваться сможет на ходу. Человек хочет, понимаете, влиять на вас и как бы являться для вас наставником, чему-то вас учить, понимаете? Но здесь личность вообще нездоровая. Просто нездоровая личность. Чему ты хочешь научить? Воздействуя на человека, что ли? По итогу получится, что эта персона свои все, вот что у вас захочет отобрать, она вам свое отдаст, вот увидите. Да, этот человек вас учит, в принципе, как распознавать лживых людей, которые вообразили, что они, ну, центр вселенной, и все вокруг них только должно вращаться. Ну, тут вы под защитой. Ваши враги, короче, я же говорю, ну, этот человек очень больно будет падать. Сам поднимался по этой лестнице тяжело, с трудом все давалось. Прошел определенный путь и в итоге обосрался на вас из-за своей, скорее всего, зависти, жадности. Известие вы получите о том, что человек, все, короче, его оштрафовали высшие. Да, здесь человек и под сущностями сам находится, либо духи-помощники, он не соответствует их рангу, и, естественно, они кушают его. Не приносит, нет выхода энергии, понимаете, человек не приносит своим даром пользу, и его духи-помощники его подкушивают, и поэтому он такой бред начинает чудить. Тут, короче, ну, сказать там, что вас обсуждают, это ничего не сказать. Там такие сплетни, это просто, ну, извините меня, издец. Хотят вашу волю словить, понимаете, могут даже если это подруги, то есть, ну, мальчик смотрит на мальчика, девочка смотрит там на девочку, они не будут гнушаться даже тем, чтобы на вас приворотную магию сделать, лишь бы вашу волю подавить. Хотят ваши, как и в первом варианте, я рассказывала, как я эту карту вижу, понимаете? Хотят ваши, хотят, да, здесь, смотрите, предки, хотят такого же, такой силы, которую вам ваши предки дали и высшие силы, понимаете? Хотят тоже под покровительством быть. Да, все от предков выпросить этого не могут. Да кто ж тебе это даст, блин? Срань ты, Господня. Ты ж посмотри, что ты чудовеешь в этой жизни. Тебе дали. В итоге ты взял, насрал на то, что тебе дали свыше. Ну так а что, в чем вопрос теперь? Да, это человек на распутье.
Здесь ваши ангелы-хранители, темные, светлые силы, в общем, надают люля-кебаб по полной программе. Его предупреждают о том, что, блин, не надо, не лезь, сука, живи своей, блядь, жизнью, наведи порядок в своей судьбе. Блядь, скотина. Не, блядь, понимаете, оно лезет. Поезд їде, воно лізе, блядь. Фух, просто. Эмоцион как-то меня так пробрало, но... Ну, по-другому тут, понимаете, да, смотрите, здесь вы под защитами, хотят ваши защиты стянуть. По-другому просто я не могу сказать. Смотрите, подселенцы. Но это все обнулилось, все, что этот человек хотел вам сделать. Мороки. Хотел, чтобы вы заболели, чтобы вы были в каких-то зависимостях, даже от той же болячки, чтобы вы чужие проблемы на себя, переклад, короче, взяли. И тем самым, получается, как этому недоброжелателю, понимаете, проложили ему дорожку в светлый путь, помогли ему, так сказать, взять то, что, как он считает, ему принадлежит по праву. Понимаете, ваше, это вот ему должно принадлежать. Мстит. А за что оно мстит, хочу узнать. Пиздец. Оно мстит за то, что у вас есть ваши силы. За то, что вы раскрыли, какой этот человек, ну, хуйло, извините меня. Я надеюсь, это видео не зарубит YouTube. И вы исцелились, вы ушли от общения с этой личностью, понимаете? Вы просто ушли в свое, вы начали расти, вы начали получать плюхи от рода, от вселенной, от Всевышнего, я не знаю. Вы исцелились, понимаете? И как это так? Ты, значит, я тут, значит, в заднице сижу, как и раньше сидел, гедонизмом, значит, я живу, не напрягаюсь, то есть, ну, работать над собой я не хочу. Вот, я просто хочу все получать. Да пошел ты. Так, смотрите, не давайте этому человеку разочаровать вас. Вообще, даже, ну, только оно рот раскрывает, слать его в ебеня. И уже не к Шойгу, уже дальше. Во-вторых, магия, еще раз магия. Защищайте себя, работайте с темными, работайте. Тут прямое указание на кладбище. И здесь, как и первому варианту, но вам более четко и конкретно вдолбите. Просто безбожно даже, ну, вдолбите эту личность, потому что здесь две разных колоды, одно и то же показали, что даже 3 разных колоды, одно и то же сочетание, чернушницу показали здесь, которая, кроме себя любимой, в принципе, никого не любит, любить не может, не умеет на самом деле, уже не умеет. Возможно, в прошлом у этого человека были задатки на то, чтобы быть человеком. Но на данный момент вот так вот обстоят дела. И здесь, смотрите, не факт, что это женщина. Это может быть и мужчина на женских энергиях, который практикует, ну, черную магию. Вам через неупокоенных, да, тут надо работать на погосте. Атаковать, короче. Здесь прямое послание вам атаковать человека. Так что вот так вот второй вариант. У вас еще чуть-чуть есть времени до того, как это
персона там простроит свои планы, и вам известие будет об этом. Плохо этой личности будет, очень плохо. И чем больше она делает пакостей, тем больше она уже по горло в болоте. Вот это ПДД в вашу сторону будет последнее, что она сможет сделать перед тем, когда вот эта болотная жижа ей в глотку зальется. Так что вот так вот, ребят. Да, второй вариант. Здесь, конечно, у вас ух. Но, смотрите, если, ну, да, вы пророк. Вы будете исцелены в любом случае, несмотря на то, что на вас будут делать. Это раз. А та персона слишком, понимаете, слишком уж ей хочется исцелиться от негативной кармы, но за счет ваших ресурсов, не за счет проработки себя. Я вообще этого не понимаю. Предупреждения идут этому человеку, предупреждения идут, что за свое предательство, ну ты же получишь по голове, у тебя твои силы отбирают просто. Ну и вас предупреждают, возможно, кому-то уже приснился сон о вашем недоброжелателе, вы уже... Ну, кому заклинания, кому молитвы. Но здесь, ребята, здесь работа и с христианским, она по гости должна идти. Тут к бабке не ходи. Для особых умельцев, которые знают, какие молитвы, при каких обстоятельствах читать на кладбище, вот именно вот это надо сделать. Да, ребят, ну все, карта атака извне, кладбище и приговор. Выпишите этому человеку приговор по полной. Известие о том, что расплата пришла, вы услышите. Что этот лицемер потерял всю свою власть, все свои магические силы, все договора его будут разорваны, вся связь с родом прервана. Возможно, не вся, где-то кто-то еще за него немножечко постоит, побарахтается. Но там дело в том, что будут совещаться, его род будет между собой совещаться, а что же теперь дальше, как вообще вывести человека, да, как, ну, карму рода лучше сделать. Он откровение какое-то получит, нищета у него будет... И то, на что он планы строил, якобы, понимаете, этот человек считает вас своим врагом. Ну, у вас там помощь будет, вам наставник какой-то подсказки даст. Короче, вот так вот второй вариант. Тут здесь жесть, как она есть. Предупреждены, вооружены, все. Расклад заканчивается, а вы подготавливаетесь и ритуалите. Да, там у человека пойдет крах иллюзий по поводу того, что эта персона считает, что она имеет власть, понимаете, которая возвышает ее над всеми другими, что у нее стоят защиты. И знает же курва такая, что виновата, знает, что получает обраты, знает, мать твою, но продолжает, блядь. Эх, атас, веселей рабочий класс.
В общем, вот так вот, второй вариант. Благодарю вас за просмотр, пишите, как у вас отыгрывается вообще эта долбанутая ситуация, потому что я здесь четко вообще вас даже не показали, понимаете? Просто вашего недоброжелателя вывалили, как бы, я предполагаю, что вы, ну, как бы взяли свой курс, идете куда вам надо, вы человек, который работает над собой, над своей судьбой, над своей жизнью, понимаете? А тут бах. Бабах, трах. Пришло вот это. Ну, раз пришло, поможем ему отползти от нас подальше. Так что добра вам этого мира, как всегда, стандартно я желаю, но чего бы вам пожелать, второй вариант? Чтобы вам такое пригодилось? Мощи, силы. Натхнення на українській мові, воодушевление. Чтобы вы на кладбище, знаете, так от-душински поработали, просто, ну, так, ну, вы понимаете, о чем я говорю. Чтобы вот эта ваша энергия правильной направленности, вне зависимости от того, что вы увидели сейчас и услышали, чтобы она была искренняя, чистая. И вот вы реально по справедливости это все сделаете. Ибо просто, ну извините, нехуй, ибо заебло. То есть живешь, никого не трогаешь, приползает. Ну, раз приползло, значит именно вы должны этому человеку надавать по его шляпе шикарной. Так что вот так вот. Ну и второй вариант. Пока-пока на этом. Далі буде. Итак, третий вариант. Приветствую вас. Давайте посмотрим, что же у вас здесь с порталом 11, 11, 20, 20 начинается. Ух. Надеюсь, у вас повеселее картина будет. Хотя я уже проследила определенную тенденцию по вариантам. И, собственно говоря, начнем. Здесь человек. Сейчас посмотрим, вы это или для вас предупреждение. Да, здесь вам идет человек по карме, нужно это проработать. Человек, который утверждается за ваш счет. Или он считает, что вы его карма, вы несете солнце, свет, энергию, что вы его кармический партнер, что ли? А ну-ка, сейчас посмотрим. Ну, здесь я так это вижу. Сейчас будем уточнять, ребятушки. Зеленые камули. Что же у вас тут? О, стоп. Ребята, ну если я уже вспомнила слова из песни шансона, это жесть. Это просто, ну, они сами как-то на ум пришли мне. Я вообще ненавижу шансон. Здесь человек магичит на вас, скорее всего, что это бывший какой-то или бывшая. Здесь хотят, чтобы вы в разбалансировку вошли. Работают через темных, да, здесь манипуляторы, здесь мужик чернокнижник. Ну, это как он думает. Бля, ну это вообще, ну вот, ну. Варианты сегодня просто зашибезные. Так, смотрим, что у вас тут.
счастья с вами хочет, понимаете? Хочет, чтобы вы первые пошли на встречу, позвонили, там написали, все ему простили, понимаете? Ну ты посмотри. Ты посмотри, а? Да, скотиняка така робить, привораживает, вызывает из-за собственной гордыни, понимаете? Этот человек решил, что именно с вами, ну, у него как бы, ну, судьба, понимаете? Все, вы его судьба. Уж не знаю, бывшая это или не бывшая, но тут личность очень эгоистичная, самовлюбленная, еще которая не умеет принимать сама решения, еще и в ограничениях каких-то находится эта персона, или вы с ним оборвали, да, вы с ним оборвали связи. И он теперь в ограничениях, и у него теперь психи, а вместо того, чтобы брать и что-то делать и элементарно извиниться, взять на себя ответственность, нет, я лучше пойду и наведу магию на тебя, чтобы ты сама ко мне пришла, да еще и влюбленная. Ох. Ну да, здесь вы... Он перестал, короче, здесь вы не просто почистились, вы оборвали с человеком все каналы связи. Воздух, земля. Теперь этот человек просто идет по звездам, автопилот отключен, у штурвала нормального пилота нет, понимаете? Тут вы как подарок были, а он просрал это и теперь вот такими методами пытается, короче, вас вернуть. Подношение, там где... А ну чисто поржать, что он там? Ну хорошо, привлекает, да. А что там, что же он там, это интересно, что он там подносит-то дьяволу? Быстро хочет, чтобы это все было, короче, чтобы семья у вас с ним была, чтобы все радостно, забавно, хорошо, без препятствий, чтобы вы перестали типа на него обижаться, как я сказала. Бухло какое-то подносит, смотрите, может что-то подлить вам. Еще один конь, который тут восстанавливает у нас справедливость. Ой. Фух. Я знаю, вы не слышите, но я высказалась шепотом. По справедливости. Хочет, чтобы все так быстро, но вы же знаете, да, что быстро дают темные, но они-то и берут. Да, хочет, чтобы вы были в разочарованиях, в повешенном. Зеркальте ему это все. Зеркальте. Хочет, чтобы вы от своей стабильности ушли куда? Чтобы все это у вас обнулилось, короче, чтобы вы, знаете, он тоже вас как на дуэль вызывает, чтобы вы сливали свою энергию на борьбу с ним, короче, а не вкладывались в свой туз пентаклей, поняли? Чтобы вашу интуицию притупить, тот момент, где люди к вам прислушиваются, чтобы это убрать. Угу. Вот. Вот, в что вы входите. Вот, ну как здесь еще объяснить? Что второй вариант, что третий, джекпот просто. Ну, магия, понятное дело, магия. На то, чтобы вы воссоединились. Да, это человек из прошлого с ним. Ой, чтобы он хочет управлять вами. Управлять хочет. Колесничий, ёпта.
запряг. Но мы сейчас посмотрим, там Таро Веретника покажет, куда он на своей колеснице да ускачет. Ой, блин. Хочет, чтобы вы с чувствами пришли. Если у вас есть семья, хочет, чтобы эта семья у вас развалилась, чтобы ваш близкий, ну, чтобы, короче, ваш партнер вас предал, чтобы вы разочаровались, чтобы, знаете, как, ну, его поведение было каким-то недостойным вашего партнера, да, и вы при этом поняли, что он ненадежен, что вы слишком много вкладываете, в ответ ничего не получаете. Слушайте, но эта скотина крайне вынослива, понимаете? Он, короче, как вот этот угорь идет к своей звезде, а звезда это вы. Да, манипулятор еще тот, эмоциями, чувствами, как своими, так и другими управляет. Здесь еще вам совет, знаете как? Будьте стойкими и не давайте человеку никакой информации о себе. Идите к своей цели, короче говоря. Чистка с обраткой, защита. Все, на этом вопрос закрыт. Этого человека из жизни полностью отрубаете. Если есть какие-то связи, там переписка или еще что-то, полностью блокируете личность, дабы он не знал ни где вы, ни что вы, ни с кем вы. И идете к своей мечте. То есть не рассказывайте ему, какие у вас планы, а как у вас жизнь поменялась. То есть, ну, вообще никакой информации о себе этой личности не предоставляйте. Ну, он, да, здесь он, понимаете, пробует все, что угодно в магии, лишь бы вы, ну, в подчиненном и стесненных обстоятельствах были. Хочет, чтобы ему силы помогли определенные добиться вот этой радости того, что вы будете принадлежать ему, что вы будете подчиняться, а он будет, знаете, ликовать. И будет ему с вами хорошо. Ну, если ты уже раз предал человека, ну, все, поезд ушел, нехер бегать по перрону. Да, этот человек в свое время не вкладывал вам, это человек из прошлого, бывшие мужья, возможно, также может быть, что это ваш работодатель, может и такое быть, через вот эти вот привязки, привороты хочет подавить вашу волю. Этот человек вас просто не вкладывал, несправедливо себя повел по отношению к вам, предал, вот реально просто предал, проехался по вашим эмоциям от и до. Ну, тяжело ему это дается, понимаете? Тяжело, не получается что-то вас как бы вызвать на это возрождение чувств, эмоций. А старается, блин, вы даже не вот даже представить себе не можете, как этот человек вообще, ну, трудится, понимаете? Ну да, здесь хочется общей радости с вами, потому что вы жрица. И потому что и человек в иллюзиях, и в трауре. Ну, потому что вы исцелились от этой персоны, понимаете? Все, вы ушли, вы не дали себя втянуть в вот эту очередную его аферу. Да.
Хочет казаться умным и убедительным, но вряд ли по этим картам я могу сказать, что здесь реально умный человек. Его еще знаете, что бесит, короче? Его очень бесит, что он о вас ничего не знает, что вы скрыты от его. Ему не хватает, понимаете, задора какого-то, развлекухи. Вы для него как глоток свежего воздуха, понимаете? Вот вы в его жизни появляетесь, он с вами даже поговорил, хоп, ему заказ хороший подвалил, понимаете? А у вас идет он, ну, это вампирюга, он качает ваши ресурсы. А вы очень хорошо, вы император, девочки. Если девочки смотрите, то насрано, вы император, понимаете? Вы четко управляете своим делом. Возможно, у вас даже свой бизнес. Если это работа на кого-то, значит, вы занимаете определенную должность. И вы сказали, как отрезали. Нет, значит, нет, иди нахрен. И вы очень, ну, большой профессионал в своем деле. Будь то магия, будь то любая занимаемая вами должность, будь то что, чем вы занимаетесь. Да, и у вас тут только просвет пошел в этом изобилии. Только победы к вам ваши начали возвращаться, и этот петух кукареку влез. Да, здесь защиты вам надо, потому что защищать свои позиции, защищать свои ресурсы. Тут фортуна на вашей стороне. А он эту фортуну хочет отжать у вас. Он знает, что вы ведьма, но он знает о вашем даре. И он знает о том, что вы нашли себя. И что все ваши поиски, вообще все, за что бы вы ни брались, это закончится плодотворным итогом. Вы простраиваете стабильное такое будущее для себя. Вы, возможно, долго находились в тройке мечей, то есть знаете, как горевали, возможно, прорабатывали вот эти моменты, да, там с обидами, еще вот с этим предательством и трансформировались. А еще эта персона очень хочет, чтобы вы находились и дальше в таком состоянии, потому что тогда ваши ресурсы утекают к нему. Да, он хочет вашу трансформацию, короче, разрушить ваше счастье, понимаете? Хочет разрушить ваше счастье этот человек. Его очень бесит, что вы счастливы, понимаете? То есть, значит, ему, как он так жил, блядь, и даже там не вспоминал годами, значит, ему, ну, можно, а вы стали счастливыми. Ну, здесь, блин, манипулятор, нарцисс, психопат, шизофреник. Это просто больные люди. Ну, понятно, у него там, короче, не сладко в жизни сейчас. Возможно, суды у него проходят. За ресурсы бьется. Тяжело, тяжело. О-у-у. Да у него там джекпот, короче. Решил, что вы его спасение, что с вас он подкачнет ресурсы. Писюшкой по лбу. Вот так вот. Хочется мне сказать этому товарищу. Надавать пора. Вот. Девочки, если смотрите на своих бывших, не стесняйтесь, идете в секс-шоп, покупаете
Понимаете, конский такой. Чтоб он как меч у вас в руке. Знаете, желейный меч такой был. И вот этот вот товарищ нарисовывается у вас в вашей жизни, а вы только так сумочки достаете, так полуметровый, и начинаете прям на людях его этим писюном лупить. Да. Вот насколько вот эта вот личность у вас зависима от мнения окружающих, после вот этого он точно к вам не подойдет. Если уже идет до такого момента, что навязывается там или еще что-то, вот преследует. Здесь наблюдение за вами ведется, сканируется на картах, еще как-то обращается, сам делает. Вы здесь будете стоять перед выбором, истину вы знаете, кто этот человек на самом деле и что он из себя представляет. Вы должны выбрать свою стабильность, свое процветание в работу, если не можете не думать, окунайтесь в работу с головой. Вы должны здесь выбрать себя. Избавляйтесь от чувства вины, пожалуйста, не давайте это вам внушить в голову. Через магию вам приходит истина. Вам нужно отстаивать себя, да. Ваша внутренняя красота, несмотря на то, что... Ух ты, елки-палки. Смотрите, вы здесь примирились сами с собой, со своей темной стороной. Вы отрабатываете... Но здесь вы уже отработали, вы выходите. Все, понимаете, это практически уже сзади. Ну, вы еще не на большое расстояние от этого прошлого отошли, скажем так. От вот этих деструктивных программ рода. Вы здесь с темными неплохо так работаете, к вам, ну, помощники у вас есть. Поэтому обращайтесь к ним, радуйте себя почаще. Свечная магия и атамы. Все, ножи, свечи, в общем, и погнали. Работайте так. Вам очень поможет снять вот эти все воздействия с себя, почувствовать радость и с радостью вообще, знаете, с таким воодушевлением этим занимайтесь, и будет вообще хорошо. Да, работайте еще и рунами. Почему? Потому что здесь хотят на вас страхи накинуть, чтобы вы боялись всего и вся. Если вы в магии, чтобы вы там сомневались, а верно, неверно я делаю. И здесь на то, чтобы у вас депрессии были. Чтобы вы не встретили мужчину другого здесь также. Чтобы какие-то как комплексы у вас были. Если боитесь использовать какой-то став, вот был став, который вам понравился, и вы там продиагностировали, поняли, что ну, нельзя. Перепроверьте сейчас, 100% будет можно использовать. Да, здесь работа в тандеме с силами. Подношение хорошее принесите. Уверенности больше. Больше уверенности, ребятки. Все, по карме вам нужно это вымести. Этот деструктив полностью вымести из своей жизни. Здесь род вам поможет. За пределами дома, в дорогах. Больше уверенности. На местах силы поработайте. Да, здесь вам нужно защиты простроить свои. И свечами поработать, и защиты построить. Рунические. Вот так вот. Так, надеюсь, мне заряда батареи хватит, потому как уже, в общем, расклад сегодня вышел длинный. Вот. Короткие расклады — это не мое. Не заходят они мне как-то.
Так, как я и сказала, ребят, вы должны выбрать здесь себя, вы должны выбрать свое благополучие, свою удачу, а не личностей, которые вас тянут ко дну. Вот так вот. Эти лицемеры, ну, получат по заслугам, они уже получают, у них уже 4-я чакра пробита, понимаете? Возможно, да невозможно, скорее всего, эти люди в вас влюбились, понимаете? Тогда серьезно не относились к отношениям с вами, а теперь вот поняли, что вы любовь всей жизни, и вы вообще кармический партнер, и вы вообще счастье, и солнышко, и... Понимаете, вот так вот, обожаемый объект. И здесь именно так и хочется сказать. Этот человек вас личности не видит. Когда ты видишь и уважаешь другого, ты никогда не будешь влиять на человека магически, чтобы он делал то, что тебе хочется. Это просто ниже твоего достоинства будет. А здесь у товарища все средства хороши, потому что сердечко болит, нам плохо, нас по голове карма пришибла за деяния это нехорошие. И, ну, короче, так. Тут еще у него завязки какие-то, ему нужно покаяться, ему нужно к духовности прийти. Вы это уже все сделали. У вас защита есть от этого приворота, но еще какие-то дополните свои защиты. Вот так вот. Вам нужно просто дополнение. Приятное такое, знаете. Добавочка. Здесь наставник, вы к кому-то обращались за помощью, кто-то вам защиты ставленные, ну, у вас есть. А это... Чудо-юдо рыба-кит считает, что, в общем, а он защищается, он думает, что это вы на него привороты лепите. Он не понимает, что, ну, это обрат. Это просто обрат. Ты получаешь то, что ты заслужил в свое время. Вот так вот. А что за свершение? Слушайте, он обращается там к какому-то, блин, импресарио, хочется сказать. Короче, к какому-то бабаю, ну, в смысле могую, для того, чтобы тот помог ему расчистить его пути дороги, короче, к новой жизни, помощь, денежки платят за эту помощь. Вот так вот. Да, договора заключает. Ой. Договора заключает из-за своей жадности, а на него атаки сыплются, а он не понимает, что это такое. А почему же он ездит, платит за работу, а работа-то, ну, могуя не выходит? А потому что и могуй точно такая же помойная яма, как и ты, дружище. Ты не можешь притянуть к себе истинных учителей, истинных помощников, да потому что ты в заднице, твоя духовность в заднице, да ты ж будешь натыкаться на такое же дерьмо, как и ты сам. Да, здесь просто, ну, свыше его копьями в попу тычут уже. Говорят, сейчас и башка с плеч полетит. Предупреждения человеку идут. Возможно, даже чем-то заболел товарищ. Его кто-то там предал. И он понимает, что это расплата. Ой, подселенцев на нем много. Расплата за его деяния.
сам под мороками, им пользуются, понимаете? Этим человеком очень хорошо пользуются другие люди. Здесь знаете, какие личности еще проходят? Жил свое рыло, плевал на семью, бросил детей, ушел за своей мечтой. И из области «да вы мне мешаете», «да вы меня тянете на дно», «да меня ждет только самое лучшее». На детей насрать, возможно, даже не выплачивает алименты, но деньги на всяких мужиков, которые будут делать магию, он находит. Ну-ну, дружище, за это ж еще отдельный прилетит сюрприз. Прилетит же ж, прилетит. Мать ребенка, если попросит урода, то прилетит так нормально. Уже ты не можешь бегать, ты ходишь. Перестал ходить, ты ползешь уже. Так задумайся, может, ты вообще как бы не туда движешься, не то ты делаешь в этой жизни. Вам известие придет. Ну, смотрите, если этот человек будет объявляться в вашей жизни, то, ну, он с подлостью. Он захочет вам тоже мороки, оморочки, замутнение разума, дабы вас сделать узником его хотючек. Вот так вот. Сломать вашу волю. Ой, все он там советуется с кем-то, все он что-то читает, ему подсказывают, а как это правильно сделать, а на вас не работает, схема сломалась, мать твою, да потому что ты, чувак, в 3D измерении, и все тебя окружающие персоны в 3D измерении, а тот, кто меня смотрит уже в переходе, в конце коридора 4D и входит в 5D, блин, осел! Ты просто ослина. Тебе никогда уже не догнать, блин. Защиты ставит себе из темных. Защиты ставит. Что ты. Такой надменный, знаете, мерзкая такая гнида. Ну и что тут хорошо, окей. Ага. А знаете что? А защиты-то у него не стоят. Он думает, что они есть, а их у него нет. Ему, видать, на уши навалили, что у него защиты есть. А понимает же, вот, этот человек понимает, что пока он не попросит у вас прощения, он будет в этих зависимостях и дальше находиться. Ему свыше приходит откровение, ему боженька такой периодически тук-тук-тук. Кто у нас в теремочке живет? Ты, долбодятел, должен попросить прощения. Ты нашкодил, ты насрал. Пора убрать свое говно. Да, здесь предки уже выходят. О как! Слушайте, здесь выходят темные из рода, приносят определенную деструктивную сюжетную линию в жизнь вашего персонажа, закрывают его от людей, от работы, от удачи, от любви, для того, чтобы он научился состраданию. И это все этот человек, ваш недоброжелатель, будет получать через проклятие. Таким образом его будут учить, да. И смотрите, говорю, будут учить, и карта учения выпадает. Да, это учение.
Это по высшему суду за то, что сплетни распускал. А вас этот человек очень много сплетничал, лгал, искажал информацию. Тут такая помойная яма, вот эта персона, которую я сейчас считываю. Вот просто помойная яма. Вот честно вам сказать, это, знаете, даже вонь такая какая-то идет от человека. В нищете будет. Молиться будет, что ты, боженька, дай мне денежку, кушать хочется. Также здесь еще проходят такие персоны, которые оставили своих детей не просто в нищете, а когда детям не было что есть, и это только для того, чтобы вас прогнуть под себя. Земля тебе пухом, мальчик. Честное слово. И, не, это, конечно, очень хорошее пожелание, поэтому пусть твоя жизнь вот в таком аду продлится подольше. У него там, да, у его иллюзии будут все спадать по поводу того, что он просил у темных, и заказывал, и сам делал, а ничего не случается. А ему чуть-чуть времени еще осталось до приговора, который будет приведен в исполнение. Чуть-чуточку подождать. Да, смотрите, за его колдовство искушать. Там еще темные какие-то придут ребята и будут ему искушения подкидывать. Угу, через большие бабки. Но он может догадается, что там какой-то скрытый умысел пойдет, и отрава какая-то. Ему, ну что, подстава его ждет, оно догадается. Вы знаете, как-то этот человек не поведется на то, на что повелся бы раньше. Видимо, уже, может, посидел, подумал, может, из тюряшки недавно вышел. Ну, или были попытки, чтобы его посадить, и у него там очко заиграло хорошо, и он теперь думает, прежде чем воровать. Угу. Да, и таким образом он выберет тот вариант, что да, я посижу в нищете, но зато я не влезу в какие-то аферы, там, ну, перевоз, допустим, бабла отмытого. Угу. Ну, заканчивается картой лжеца, понимаете, он наклад брил с темными. Хитрил. А ну-ка. Будет защитами себя облаживать, обкладывать, куда-то ездить. Ну, тут реально облаживать будет. А все это будет... Ой, нет, здесь... Куда ни ходи, на коленях в храме языком полы вымывай. Я не знаю, там... Батюшке трусы стирай, уж извините, да, ничего не поможет, не отмолишь, ничего, все, это из области, как в той же Библии написано, и молитва твоя да будет в грех. Ни кладбище, ни бабки, ни детки, ни ведуны, ни колдуны, ему никто не поможет. Никто, все. Закрыты все дороги. Это не снять, это просто теперь это только отработать, только прожить, только пережить, переболеть, я не знаю, пройти вот эти все 7 кругов ада, которые он для вас, так сказать, заказывал. Так что вот так вот третий вариант у меня получилось по вам.
Да, там он на пути, где чужие проблемы будет решать. Свою жизнь просто, ну человек все просрал свое воплощение, можно так сказать. Что-то он там будет какой-то отрабатывать сюжетный мотив со своего рода, но у него, знаете, все время будет казаться, вот сейчас будет просвет, вот скоро новая жизнь, вот этого человека, ой, вот этого встретил, все, теперь все будет хорошо, все классно, все замечательно, а вот сейчас, нет, ну ладно, а вот сейчас, а на итог ничего не будет. Будет хуже, 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 хуже. Вот с уверенным постоянством только больше ко дну мы туда, в общем, опускаемся и все. Так что третий вариант. Что мне вам пожелать под конец? Ну, во-первых, благодарю вас за просмотры. Оставляйте ваши комментарии, как у вас проигрывается эта ситуация. Вот. Что пожелать вам? Не меняйте своего курса, не обращайте внимания на вот эту персону. Идите своим путем и не позволяйте никому вас сдвинуть с этого пути. Так что вот так вот. Пока-пока, третий вариант.